Asus RT BE58U. Вот такая вот коробочка, вот такой вот Asus. Вы его еще увидите на распаковке. Ребят, это Wi-Fi 7 роутер нового поколения, в принципе последнего из бюджетных Asus'ов. Объясню. Бюджетные, не бюджетные, это уже решать вам, у каждого свои возможности, но то, что они в 5 серии сделали 2,5 гигабитный порт, вот это для меня новость. При этом еще и в 5 серии завезли USB 3. А еще мультилинк, у нас есть гостевые сети прикольные, и есть даже отдельная сеть для умного дома, то есть в которой можно выключить поддержку Wi-Fi 7, потому что не все устройства умного дома могут похвастаться тем, что они с Wi-Fi 7 работают. При этом с неплохим покрытием и достаточно мощным 4-ядерным 2 ГГц процессором. Вообще, ребят, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры, а также ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. И многие из вас скажут, что Wi-Fi 7 без 6 ГГц диапазона, это не Wi-Fi 7, немножко вы будете неправы. 6 ГГц это одна из составляющих Wi-Fi 7, скажем так, стандарта, то есть 802.11be. Вот потому что 802.11be есть и в 2,4 ГГц, и в 5 ГГц, и характеризуется он далеко не 6 ГГц. Тут еще и, кстати, нужно учитывать региональные различия. Но я считаю, что в таком варианте главная поддержка Mesh и уже в Wi-Fi 7, потому что все-таки это iMesh роутер. И масштабироваться вы можете до каких-то, огромных помещений, либо огромных площадей покрытия. И в данном случае вот этот роутер нам дает именно эти возможности. Я вам советую не ждать каких-то заоблачных показателей у такого роутера. Максимально, что мы получали до 2 гигабит по Wi-Fi 5 ГГц, канальная скорость 2,8 гигабит, извините, не гигагерца, чуть не ляпнул гигагерца. А в целом, я вам скажу так, мы сейчас его распакуем, потестируем, посмотрим на органы управления. Кстати, родительский контроль прикольный завезли, хотя он и был такой примерно. Ну а дальше мы с вами перейдем и сделаем выводы. Вот такой вот BE2600 RT BE58U Wi-Fi 7. Расширяемый, само собой. Напоминает мне эта серия очень много. 5-ю серию от Asus'ов. И самое прикольное, что здесь сразу 2,5 гигабитный порт. 2,5 гигабитный порт в 5 серии. Я дождался. Маленькая, дешевая, еще и 2,5 гигабитная. Смотрите, сам по себе роутер. Антенки. Антенки поворотные. Ух ты, смотри, ну какой радиус интересный такой. Вообще прикольно. Их можно так расположить, прикольно. 3D. Да, 3D, да, такое. Теперь сзади. 4 LAN-порта гигабитных. Вот эти вот 2 LAN-порта, они, скажем так, автоматические. Есть USB 3 в 5 серии. Да ладно, наконец-то 3 USB. WPS, кнопка Power и Reset. Спереди есть только панель индикации в этом месте. Сверху вот это вот все диффузоры охлаждения. Можно его... Нет, нельзя его вешать на стену. Вот так вот он стоит. Все, пожалуйста. Вот таким вот образом. В комплекте у нас есть, смотрите, вот такой вот блок питания. Блок питания с заменными вилками. Так, блок питания у нас на 24 ватта. Ничего себе. Я вам скажу, это уже серьезная заявка на победу. Смотрите, как она крепится. Просто берется, вставляется. Оп, и все. И у вас вилочка. Для того, чтобы снять. Очень хорошее дело. И патчкорд. CAT5E кабель. Да, это CAT5E. Нам по маркировке по выдавлено видно. Все, больше ничего нет. Есть еще вилка для английского рынка. Ребят, настраиваем, тестируем. Ну что, на фирменном сайте производителя Asus RT BE58U Wi-Fi, скажем так, для умного дома, как они это называют, со скоростью данных до 3600 мегабит, Smart iMesh, короче, тут нам написали, поддерживали всего там прям красиво, Wi-Fi 7, 4К, 160 МГц и поддерживается технология мультилинк, вот так вот. Как они говорят, минимизация задержек. О чем они говорят нам еще о том, что в 5 ГГц Wi-Fi максимальная канальная скорость, не путайте фактическую канальную. Канальная скорость составляет 2882 мегабита, а 688 в 2,4. Обычно
в среднем фактическая может составлять до там, 50-60% канальной. Мы максимально получали до 2 гигабит, 2, 2,1, а в среднем в серии тестов это спокойный 1,5, 1,6, это так, чтобы без напряга на смартфоне. А дальше у нас тут они говорят про IMS, о том, что он очень хорошо у нас масштабируется, очень качественный сигнал. Тут мы можем подтвердить в том плане, что падение было порядка там 40% при нашем отдалении на наших, скажем так, дистанциях тестирования в студии 160 квадратов. То есть он у нас полностью покрыл студию 160 квадратов, и все отлично. С интерфейсами вы уже видели. И что у нас есть тут? Быстрый порт 2,5. Тут все стандартно, то, о чем мы уже говорили. Давайте в характеристики немножко посмотрим. 4-ядерный процессор 2 ГГц, 256 МБ флеш, 1 ГБ RAM, OFDMA поддержка. Само собой здесь есть beamforming. Вот он, видите, формирование луча стандартное и универсальное. Это beamforming. Теперь, что у нас тут еще? Да все, в принципе, больше ничего для нас интересного нет. Я думаю, что дальше мы уже переходим с вами на тесты. Короче, друзья, смотрите, тестируем. Это 5 ГГц. Чтобы вы понимали, максимально, что мы здесь получали, это, ну, вот сейчас там у нас прерывается, потому что у нас, тут кто-то пишет чего-то. Максимально мы получали здесь до 2 гигабит. В серии тестов, конечно же, я не говорю, что это 2 гигабита постоянных. Сейчас у нас там 1,5 на загрузку, приблизительно там будет 1,2, 1,3 на выгрузку. Пожалуйста, 1,2 было, ну, сейчас посмотрим. Давайте, 1,1. Давайте еще раз сделаем серию тестов. Вот вы должны все видеть сами, своими глазами. Вот, пожалуйста, 1,6 было, 1,5, вон 1,7, 1,8 проскакивает. То есть это какие-то пиковые значения, с которыми мы, в принципе, работаем на данном роутере в диапазоне 5 ГГц на Wi-Fi 7. Да, то есть, ну, мы понимаем, что это BE протокол 802.11be, но с вот такими вот скоростями. Вкрайне плохо, но хотелось бы, конечно, чтобы это было там 6 ГГц и тому подобное. 6 ГГц здесь нет. Это украинская версия роутера. То есть вот таким вот образом. Все, 1,5 на 1,1, 1,3. Сразу же будем проверять сейчас с вами дальность. Давайте все-таки серию тестов мы должны закончить. Вот 1,6, 1,5, 1,4. Лен, берешь камеру, идешь аж до, ну, грубо говоря, до нашей тестовой локации за этим, в склад. И проверяешь, сколько там будет у нас базовых. Ну вот базово у нас 1,5 на 1,1. Это то, что мы видим на смартфоне. В принципе, с него и начнем. Здесь, вот, кстати, мы можем с вами сразу гигабитный порт проверить. Пожалуйста, у нас чистый гигабит фактически, да, там 900 с чем-то плюс служебный трафик. 950, 940, это отлично. На выгрузку у нас будет меньше, потому что мы сейчас выгружаем облака все, поэтому выгрузка у нас сейчас очень сильно страдает вообще. То есть мы работаем сейчас в облаке, поэтому очень сильно будет у нас где-то будет 600-700 через LAN будет сейчас выливать. Хотя, ну, вы видели, что у нас тут гигабит чистый на выгрузку есть, 100%, поэтому даже не морочим себе голову. Держи смартфон, давай я его сейчас обновлю, и иди проверяй на дальнюю. Будем ждать лесу, короче, лиса пошла что-то проверять. Давай. Да, ну, заходишь в склад и тестируешь, да. Любит у нас лиса что-то там тестировать. Короче, давай. Я вам скажу, достаточно интересный роутер в плане того, что это продолжение 5 серии. Для меня это вот был AX55, когда-то AX57, а тут уже BE58 и прям вот с USB 3. Ну, прям вообще топово. С USB 3 я не ожидал, что они сделают. Мы сейчас с вами сделаем, скажем так, замеры, а потом лиса у нас, потом мы включимся уже, посмотрим в интерфейсе, что потестируем USB-шку 3 обязательно. Лиса, ну что там? Что-то тестирует. Ну что?
1000 на 700. Для такого варианта это отличное падение, то есть это домашний роутер с европейской сертификацией, это отличное падение. Вообще у нас максимальное падение, которое мы допускаем на таком, вы видели, это реально режим реального времени, это мы не придумываем ничего, то есть леса ушла, то есть это европейский роутер, и если меньше 60% падения, то это вообще просто-напросто отлично. Так, теперь 2.4, тот же самый Asus BE IOT. А надо, знаете, что сделать? Надо отключить IOT сеть. Сейчас пока оно тут у нас будет работать. Так, подключено 2.4. У нас, кстати, мультилинк здесь есть. Это мы потом увидим с вами все в настройках. 2.4 ГГц, смотрите, ничего себе, я вам скажу. 231 на загрузку, 181 на выгрузку. Все тоже вроде бы отлично. Иди, тестируй дальность 2.4. на 60 до 50%. То есть он покрывает большую трехкомнатную квартиру, в чем я очень сильно удивлен, скажем так. Ну и заключительный тест 5 ГГц, так чисто для себя проверить еще разочек. Вот 1.6, там тоже у нас заходит он. Ну вот 1.5, там последний тест, вот мы делаем 1.482, будет больше, чем на гигабит. То есть фактически мы там где-то 1.1 получим. Смотрите, то есть стабильно работает. Это все отлично. Ну и давайте попробуем подключиться к мультилинк сети. Вот Asus MLO с объединением 2.4 и 5 ГГц. Давайте подключаемся. Посмотрим информацию. Здесь мы видим 2.4 Connect, в принципе, но в мультилинке. В мультилинке, и что я могу сказать? Интересная вещь. Asus MLO, пожалуйста, с мультилинком. Попробуем тот же самый тест, только Asus Multilink. И получаем в мультилинке те же самые показатели, как в 5 ГГц Wi-Fi. То есть обычно мультилинк в таком варианте это всего лишь про увеличение количества устройств в одной ширине диапазона. То есть получить конкретный прирост без 6 ГГц, откровенно говоря, не представляется таким возможным. Как все думают, ну на отдачу у нас, видите, выросло, кстати. Ну, ребят, само по себе программное обеспечение Asus это веб-панель, где мы видим сразу же, что у нас подключен USB 3. Очень полезная штука. Можно подключать 4G модемы, 5G модемы, 3G модемы, какие угодно. Он это все ест. И плюс он ест сюда еще USB принтеры. Можно подключать. И подключать, конечно же, наши любимые SSD-диски. Мы видим, что у нас сразу же, видите, просмотр списка. Можно просмотреть клиенты, состояние процессора, его загруженность и памяти. Также мы видим здесь состояние портов и его IP-адрес. Mesh, раздел Mesh. Конечно же, роутер поддерживает Mesh-сеть. Спокойненько можем подключаться, спокойно можем расширять наше покрытие в радиусе всего дома, большого дома, большой квартиры. 2-3 узла можно покрыть вообще невероятные площади. В разделе сеть у нас здесь есть управление базовая Wi-Fi сетями и гостевыми сетями. И тут хочется отметить, что у нас есть еще базовая IoT сеть. О чем идет речь? Дело в том, что не все устройства умного дома могут работать в стандарте 802.11be, имеется в виду Wi-Fi 7, поэтому мы можем здесь создать отдельную сеть именно для устройств умного дома, где мы можем, кстати, здесь QR-коды, видите, можно сканировать, можно их, скажем так, использовать. Давайте закроем. Можем назначать ей имя и можем даже VPN использовать с IoT сетью. Вот эти вот нововведения, они мне очень сильно нравятся. Кстати, в самой базовой настройке, допустим, самих вот этих вот Wi-Fi сетей, они вот видите, как вывели. Раньше было не так абсолютно. Мы здесь можем конфигурировать клиентов, вернее управлять ими. Мы можем здесь включать функции MLO для различных клиентов. Функции MLO можем включать, настройки радиус, пароль, различные методы шифрования, включая то, что здесь есть WPA3 персональный, расписание Wi-Fi и фильтр MAC адресов. Также у нас есть, видите, скрыть SSID и установить изолированную точку доступа. Очень важный момент. В 2.4 то же самое. По каналам мы сейчас посмотрим уже там чуть дальше. И есть у нас отдельная сеть MLO, которую мы с вами организовали с возможностью включения от Guard. Кстати, у нас здесь
получается, в МЛО мы можем ограничивать пропускную способность, делать расписание Wi-Fi, включать и отключать доступ в интернет и включить AdGuard для фильтра рекламы и спама, допустим, того же самого. В доп. Настройках мы здесь видим сервер DHCP, VLAN ID, это для того, чтобы организовать тут VLAN, и еще iMesh, то же самое через MLO можно тоже управлять еще. И также мы здесь видим VPN и клиентами. Ну, клиентов сейчас нет у нас подключенных. AI Protection. Очень старая опция для роутеров Asus, потому что в ассоциации с Trend Micro, они, не сами в ассоциации, а в сотрудничестве с Trend Micro, они делают классные продукты для защиты ваших устройств. Тут, в принципе, можно оценить безопасность роутеров, можно блокировку вредоносных сайтов включить, вернее, она и будет и так по умолчанию, если вы включили сетевую защиту, двухсторонний IPS и обнаружение блокировка зараженных устройств. То есть сам по себе, видите, Trend Micro здесь бренд, сам по себе роутер будет искать зараженные устройства, будет анализировать трафик и, если что, блокировать, и будет выдавать, кстати, уведомление о том, что такое устройство заражено каким-то вредоносом. Также у нас есть AdGuard, мы видим в родительском контроле, блокирует рекламу, трекеры и все остальное. Взрослый контент. Также у нас есть расписание включения различных моментов, то есть мы можем с вами блокировать MAC-адресы по контролю, включать либо выключать доступ к интернету для детей. И тут у нас уже идет фильтр сайтов и приложений. Давайте дождемся, когда он включится. Родительский контроль, кстати, вот в последних версиях вообще расширили просто отлично. Он и раньше был неплох, но сейчас вообще отлично работает. Пожалуйста, видите, мы можем блокировать для каждого из устройств. Вот, например, мы сейчас выберем Lenon Pixel 8 Pro и заблокируем им контент для взрослых. И все. Была Лена или нет Лены, морально упал дух у человека сразу. Шучу, да, работать перестала нормально. Шучу, конечно, но здесь можно и пиринговые сети, и передачу файлов, интернет-мессенджеры, контент для взрослых, в том, включая азартные игры, блокировать для каждого конкретного устройства. Это удобно. Анализатор трафика, конечно, и USB-приложение. Что мы можем делать в USB-приложении? С использованием внешнего сервиса iDisk от Asus можно, в принципе, организация общего доступа, смотрите, через интернет. Внешние облачные сервисы для доступа через интернет на USB-накопитель очень удобно. Файл-сервер. Здесь у нас все стандартно. UPnP медиасервер. Медиасервер для ваших, допустим, смарт-телевизоров, для ТВ-боксов, для планшетов. Вы сюда нагрузили свои медиафайлы, ну вдруг там домашняя коллекция домашнего видео, и можете смотреть на большом телевизоре через DLNA сервер. Это удобно. Обычные медиаплееры, например, на том же самом телевизоре LG, вы просто нажали на источник сигнала, выбрали медиасервер и просто смотрите. Сетевое окружение Samba и Cloud Disk, то есть вы спокойно здесь можете настроить Samba диск. Если говорить уже о Samba диске, то мы его, конечно же, подключились. Сейчас запустим просто-напросто 2-гиговый файл, покопируем, копирует в роутер со скоростью 120 мегабайт в секунду, это мегабайт, не мегабит, пожалуйста, не путаем, отличная скорость. Это, чтобы вы понимали, это он копирует сейчас со скоростью, мы сейчас посмотрим с вами, где у нас там калькулятор, 120 надо умножить на 8. И получим 960, то есть с чистым гигабитом оно копирует. Давайте скопируем и с него, допустим, вставим на рабочий стол и посмотрим скорость. 160, 170, это на него писало, а это с него читает. 174 я видел максимально, ну среднее от 175 даже максимально, 176, 177, слушайте, 178 мегабайт в секунду, не мегабит. Не мегабит, пожалуйста, тоже не путайте. И 178 мегабайт в секунду, давайте, умножаем на 8, это у нас ни много ни мало 1,5 гигабита. То есть честный 1,5 гигабита он гоняет спокойно через Samba сервер. Также есть общие ресурсы в FTP, вы можете включить FTP сервер. Ну а iCloud 2.0, как я уже говорил, включает доступ к USB через интернет. Беспроводная сеть стандартная, каналы в 2.4 от 1 до 13, есть поддержка 160 МГц и от 36 до 140, включая DFS каналы. Есть настройка WPS, WDS, настройка радиус. Есть у нас профессиональные настройки, сюда советую вообще никому не лезть. И список блокировки перемещения, включая настройки более тонкие MLO. Вы можете создавать, добавлять сети и называть их по-разному, и будет у вас мультилинк.
Сама по себе локальная сеть ничего интересного. У нас есть поддержка IPTV, само собой, с управлением коммутатором, с управлением переключения настроек Jumbo Frame. В самом интернете все стандарта, поддержка у нас автоматического IP, статического PPPoE, PPTP, L2TP, и есть поддержка двойного LAN. Если мы включаем двойной LAN, то мы можем с вами объединять, допустим, 1 гигабитный и, допустим, какой-нибудь один из WAN и какой-нибудь один из ланов мы можем с вами просто-напросто делать в отказоустойчивость либо балансировку нагрузки. Чистой агрегации у нас здесь нет. То есть вы должны понимать, что 802.3 AD данный роутер не поддерживает, но это, я не думаю, что вы сможете это вообще реализовать в каких-то домашних бытовых устройствах. Ну, есть как есть. Поддержка демилитаризованных зон и, конечно же, NAT по струн, проброска NAT есть у нас и переключение портов в том числе. Amazon Alexa поддержка, IPv6 и, конечно же, VPN. С VPN сейчас в Asus вообще отлично. Есть поддержка Instant Guard, есть поддержка VPN Fusion, вы можете создать свой VPN-сервер через PPTP, OpenVPN, IPsec и WireGuard. В самом VPN Fusion вы можете добавлять различные профили. У нас здесь, кстати, что-то подключено сейчас. Это статус WAN подключено. Очень нормальная тема. Brandmauer стандартный есть с фильтром URL адресов. Вы можете тут, допустим, даже фильтр ключевых слов есть. Это очень удобно. Вы можете фильтр сетевых служб, но это такое себе дело. Есть администрирование, где вы можете задать режим работы, типа режима точки доступа, режим повторителя, медиабридж, либо узел AMH. Системные настройки с выставлением времени, включением телнета, SSH и тому подобных вещей, с обновлениями из интернета. Он сейчас обновлен, слава богу. Управление настройками можно сохранить, либо восстановить. И, в принципе, слушайте, ну все. Стандартные сетевые утилиты по типу Ping Trace Route, Lookup, NetStat, поддержка Wake on LAN и можно задать правила Smart Connect. Слушайте, все расширено, все понятно, для меня достаточно интересно. В USB приложениях еще хочется отметить поддержку 3G 4 роутеров, Time Machine, Download Master, чтобы вы понимали, это торрент-качалка, например, с которыми вы можете закачивать какие-то обновления, какие-то важные файлы рабочие. Ну, вы поняли, да? Не могу я на просторах YouTube озвучивать, что мы можем качать через Download Master и через торрент-качалки. Но это все поддерживается. Ну и, само собой, сервер печати через, допустим, те же самые общие принтера. Вы можете сюда подключить принтер и сделать сервер печати. Удобно. Удобно и, в принципе, я вам скажу, неплохое продолжение 50, ну, грубо говоря, 5-й серии роутеров. Я думаю, что удачно получилось. Переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, роутер заслуживает внимания. Бюджетный Wi-Fi 7 роутер с 2,5 гигабитным портом, с нормально работающим USB 3, достаточно быстрым, конечно же, с медиа-сервером, конечно же, с самбо-сервером и тому подобными плюшками. Мне действительно понравился тем, что он маленький, с поддержкой AMH, с поддержкой Wi-Fi 7, да, без 6 ГГц, но мне также понравилась поддержка IoT устройств умного дома, а это ваша безопасность, потому что IoT бывает взламывают, а вы сделали себе рассеточку отдельную, изолировали точку доступа и все. Те, кто понимает, о чем я говорю, те оценят. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.